Я ударил по тормозам так резко, что колеса взвизгнули, а велосипед повело в сторону. На мгновение мир сузился до полосы асфальта под колесами, до хруста гравия и глухого удара сердца где-то в ушах. Я почти упал, нога соскользнула с педали, руль дернулся, но каким-то чудом удержался. Прямо передо мной, почти под самым колесом, металась утка. Она скользила по асфальту, падала на бок, снова вскакивала, беспорядочно била крыльями и кричала, пронзительно, с надрывом, так будто этот крик был ее последним шансом быть услышанной. Еще секунда, и я бы сбил ее, даже не успев понять, что произошло. Балто, мой золотистый ретривер, дернулся вперед, но тут же остановился, словно уперся в невидимую стену. Он вытянул шею, напрягся всем телом, хвост замер. Он не лаял, просто смотрел. Так он смотрел редко, когда чувствовал чужую беду и не знал, что с ней делать. «Чёрт!» – выдохнул я, слезая с велосипеда. Я машинально посмотрел на часы. До презентации оставалось меньше часа. Сегодняшний день я прокручивал в голове уже неделю. Переговоры, цифры, слайды, вопросы начальства. Ошибиться, опоздать значило вылететь из проекта, над которым я работал месяцами. Все должно было пройти четко, без сюрпризов. Я уже собирался окликнуть Балто и ехать дальше, но он не двинулся с места. Утка продолжала метаться вдоль велодорожки, словно не видела ни меня, ни собаку. В ее движениях не было логики, только паника. И вдруг она резко изменила направление и бросилась к канализационной решетке в нескольких метрах от нас. Балто сорвался с места первым. Он подбежал к решетке и залаял, коротко, тревожно, заглядывая вниз между металлическими прутьями. Утка кружила рядом, наклоняла голову, прислушивалась. Ее крик стал тише, надломленнее. «Балто, ко мне!» Позвал я уже строже. Он не отреагировал. Это было странно. Обычно он слушался мгновенно. Я почувствовал неприятное покалывание где-то под ребрами и подошел ближе. Наклонился над решеткой и услышал. Снизу доносился писк. Тонкий, прерывистый, едва различимый. Такой звук издают те, у кого почти не осталось сил. Я включил фонарик на телефоне и посветил вниз. На дне канализации, примерно в метре под решеткой, сидели 4 утенка. Маленькие, облепленные грязью, дрожащие. Они пытались взобраться по мокрым бетонным стенкам, но каждый раз срывались и падали обратно, сбиваясь в кучку. Их писк эхом отражался от стен и возвращался еще слабее. В этот момент все внутри меня словно щелкнуло. Утка не обезумела. Она не бросалась под колеса случайно, она искала помощи. Я выругался сквозь зубы, пристегнул велосипед к ближайшей велопарковке и опустился на колени перед решеткой, не думая ни о грязи, ни о времени. Просунул руку между прутьями, вытянулся изо всех сил, мышцы свело, пальцы ловили пустоту. Не хватало каких-то жалких 20 сантиметров. Утка подошла почти вплотную и заглянула мне в лицо. В ее глазах не было паники, только напряженное ожидание, будто она решила, что я – ее последний шанс. Балто сел по другую сторону решетки и не отрывал взгляда от утят. Я попытался достать утят велосипедным насосом, металл лязгнул о бетон, и птенцы в панике разбежались в стороны, скрываясь в темной трубе. Потом была пластиковая бутылка, разрезанная наспех, палка, провод от телефона. Самодельный черпак развалился, не выдержав веса. В какой-то момент я едва не уронил телефон вниз и замер, чувствуя, как холодный пот проступает на спине. Если бы он упал, я бы остался без связи. Я попытался поднять решетку голыми руками. Она не шелохнулась, массивная, тяжелая, будто навсегда вросшая в асфальт. Мимо проходили люди, кто-то притормаживал, кто-то бросал быстрый взгляд. «Да сами выберутся», — сказал мужчина с кофе и пошел дальше, даже не оглянувшись. Я смотрел ему вслед и чувствовал злость. Не вспышку, а густую, тяжелую.
Я вдруг ясно понял, что и сам не раз проходил мимо чужих проблем, убеждая себя, что не время и не моя ответственность. Я звонил в службы, объяснял, ждал. Время тянулось мучительно медленно. Писк снизу становился все слабее. Утка тихо крякала, просовывая голову между прутьями, будто уговаривала утят потерпеть еще немного. Балто лег рядом со мной, положив морду на лапы. Он не скулил, просто был рядом. В какой-то момент утка попыталась пролезть глубже и застряла. Она запаниковала, забилась, захлопала крыльями. Я осторожно взял ее голову в ладони. Она была теплой и почти невесомой, и аккуратно повернул под нужным углом. Сердце птицы билось так быстро, что я чувствовал его через пальцы. Она вырвалась, но не улетела. Вернулась к решетке. Телефон завибрировал. Начальник. Я посмотрел на экран, потом вниз, потом на Балто. И сбросил вызов. Когда приехала аварийная служба, руки у меня дрожали. Двое мужчин быстро оценили ситуацию, взялись за края решетки специальными захватами. Металл поддался не сразу, но поддался. Один из спасателей спустился вниз с фонарем. «Есть первый!» раздалось из темноты. Маленький пищащий комочек оказался у меня на ладонях, теплый, дрожащий, живой. Потом второй, третий. И тут я заметил движение в глубине трубы. «Там еще один!» – крикнул я. Спасатель развернулся и успел схватить утенка за секунду до того, как тот исчез бы в темноте. Когда всех четверых вытащили и смыли грязь водой из бутылки, утка начала осматривать их по очереди, касаясь каждого клювом, будто пересчитывала. Балто осторожно обнюхал утят и вдруг сел, отвернув голову, словно понимая, что здесь он просто наблюдатель. Спасатели установили решетку обратно, кивнули и уехали. Когда стало тихо, я вдруг понял, как сильно устал. Не физически, внутри, будто из меня вынули что-то тяжелое, что я носил годами. Мы двинулись к пруду пешком. Я шел медленно, подстраиваясь под утку. Утята семенили за ней, время от времени сбиваясь в кучку. Один, самый маленький, постоянно отставал, отвлекаясь на камешки и трещины в асфальте. Балто мягко подталкивал его носом обратно. По дороге нам встретилась пожилая женщина с сумкой на колесиках. Она остановилась, посмотрела на нас и сказала: «Хорошо, что вы не прошли мимо», и пошла дальше. Когда мы подошли к оживленной дороге, утка остановилась. Машины проносились мимо, и она прижала утят к себе. Я присел рядом и нажал кнопку светофора. Балто обошел утиное семейство сзади и занял позицию, словно делал это всю жизнь. Загорелся зеленый. Мы пошли, медленно, осторожно, вместе. Водители смотрели с удивлением, кто-то улыбался, кто-то снимал на телефон. Пруд встретил нас тишиной и запахом воды. Камыши шевелились от легкого ветра, поверхность была гладкой, как стекло. Утка подошла к самой кромке, остановилась и посмотрела на меня. Всего секунду. Но в этом взгляде было больше смысла, чем во всех деловых письмах, которые я получал за последние годы. Потом она вошла в воду. Один за другим утята неловко спрыгнули следом, несколько секунд барахтались, а потом выстроились за матерью и поплыли прочь. Их движения оставляли на воде расходящиеся круги, которые постепенно исчезали. Я стоял и смотрел, пока они не скрылись за камышами. Телефон в кармане снова завибрировал, 14 пропущенных вызовов. Но впервые за долгое время я не почувствовал тревоги. Балто ткнулся носом мне в ладонь. Мы вернулись к велосипеду и поехали в офис. Я не знал, чем закончится этот день, но точно знал одно – сегодняшний был прожит правильно. Мы ехали молча. Колеса мягко шуршали по асфальту, город постепенно возвращал свой привычный ритм. Сигналы машин, голоса, шаги. Все выглядело так же, как и утром. Но внутри что-то заметно сдвинулось, будто ослабла давно перетянутая гайка. У входа в офис я снова посмотрел на часы. Я все-таки опаздывал, не катастрофически, но достаточно, чтобы это заметили.
Я привязал велосипед, провёл Болтоа к охране и на секунду задержался, положив ладонь ему на голову. «Молодец», — сказал я тихо, сам не до конца понимая, кого хвалю, его или нас обоих. В лифте телефон снова ожил, на этот раз сообщение. «Начали без тебя, поднимайся сразу в переговорную». Я глубоко вдохнул и вышел на своем этаже. Коридор был непривычно тихим. За стеклянной стеной переговорной я увидел знакомые силуэты, экран с презентацией, слайд, который я знал наизусть. Когда я вошел, несколько человек повернули головы. Начальник посмотрел поверх очков, но ничего не сказал, только кивнул, предлагая занять место. Я подключился без суеты. Голос поначалу звучал глухо, но через пару минут выровнялся. Я отвечал на вопросы спокойно, без привычного внутреннего напряжения. В какой-то момент поймал себя на мысли, что мне действительно все равно, как именно закончится эта встреча. Не потому, что результат не важен, а потому, что сегодня я уже сделал нечто более значимое. Когда все закончилось, начальник задержал меня у выхода. «Ты сегодня был необычно собран», — сказал он после паузы. «Даже странно». Я пожал плечами. «Просто хороший день». Он посмотрел на меня внимательнее, будто хотел что-то добавить, но передумал. Вечером, выходя из офиса, я снова сел на велосипед. Воздух был прохладнее, небо темнело. Я проехал тем же маршрутом, где утром все началось, и невольно сбавил скорость у той самой решетки. Она выглядела абсолютно обычной, ни следа от произошедшего. Если бы я не знал, прошел бы мимо. Я остановился на секунду, прислушался. Было тихо. И именно в этой тишине я понял, иногда достаточно просто остановиться, чтобы мир успел догнать тебя. Я нажал на педали и поехал дальше.